Zero 8 – новый смартфон от китайского бренда Infinix Mobile. Zero стоит около 16 тысяч рублей, при этом имеет большой экран 90 Гц, квадрокамеру и приличный объем памяти. Здорово, YouTube! Авансом подписывайся на канал и ставь лайк. И попробуем вместе разобраться, на что способно это устройство. Поехали! Infinix Mobile основан в 2013 году. Это крупный производитель смартфонов, ориентированный на молодое поколение. Infinix внедряет передовые технологии и отличается смелым дизайном. География компании обширна. Ее смартфоны присутствуют на рынке более чем в 70 странах мира, включая Африку, Латинскую Америку, Ближний Восток, Юго-Восточную и Южную Азию. Штаб-квартира Infinix находится в Китае, однако значительная часть наработок унаследована от французского производителя. У Infinix Zero 8 оригинальный и продуманный дизайн. Большой характерный ромбовидный модуль камер на задней панели запоминается с первого взгляда. Сенсоры обрамляет вставка альтернативной фактуры. Она отличается от общего цвета корпуса. Все эти элементы переливаются на свету, что хорошо видно даже через прозрачный силиконовый чехол. Корпус выполнен из пластика, торцы гладкие, а вот спинка шероховатая, что в принципе удобно в ежедневной эксплуатации, так как сокращает риск выронить смартфон. Правда, это не так важно, ведь большинство пользователей будут использовать его в защитном чехле. Рамки, окружающие дисплей, довольно тонкие, лишь подбородок оказался чуть массивнее, но это может быть удобнее для хвата или для операций одной рукой. Вырез двойной селфи-камеры заведомо больше, чем у одноглазых собратьев. Но датчики аккуратно вписаны в системный интерфейс. Дактилоскопический датчик, вписанный в плоскую кнопку питания, расположен на правом торце. Благодаря небольшому углублению вокруг клавиши, ее легко нащупать даже не глядя. Сенсор работает быстро и точно. На нижней панели расположился почти забытый всеми разработчиками, но актуальный для многих разъем 3,5 мм. Рядом с ним порт USB Type-C, отверстие микрофона и основной динамик. Стереозвучание даже гибридного здесь не предусмотрено. Громкость приемлемая, но не самая высокая, как и качество звука. На левом торце расположился гибридный слот для 2 нано-SIM и карты памяти microSD. Оба симки могут одновременно работать в режиме 4G, также поддерживаются расширенные сетевые функции. Масса устройства, учитывая материал корпуса, оказалась средней – 205 грамм. Штатная толщина составляет 9,1, но не стоит забывать и про чехол. В принципе, смартфон в руке ощущается достаточно массивным и увесистым, но вполне удобным в эксплуатации. Предоставлено 3 цветовых решения: серебряный бриллиант, черный бриллиант и зеленый бриллиант. Помимо того, что смартфон поставляется с бесплатным чехлом, в комплекте также идет пленка для экрана, которую можно найти среди документации. И это уже совсем непривычно в наше время экономии на спичках и зарядках. А для особых фанатов в комплект положили даже фирменные наклейки, как и у Poco. Смартфон оснащен IPS-дисплеем с диагональю 6,85 дюйма и разрешением 1080 на 2460 пикселей. Цвета мне показались немного холодными, но исправить гамму в настройках нельзя. Частота обновления кадров достигает 90 Гц, и это заметно лучше, чем 60. Однако при быстром пролистывании вокруг букв и мелких объектов могут возникать ореолы и эффекты смазывания. При обычном использовании, к счастью, это происходит редко. Частота дискретизации касания 180 Гц, то есть отзывчивость интерфейса на очень высоком уровне. Максимальная яркость достигает 450 нит, что также не является рекордным показателем, но на свету экран все равно остается читаемым. Дисплей Zero 8 покрыт стеклом Gorilla Glass 3, что теоретически должно защищать от падений и физических повреждений. Смартфон работает на чипсете MediaTek MT6785 Helio G90T, который выполнен по 12-нанометровой технологии. Это 8-ядерное решение. 2 ядра 2,05 ГГц Cortex A76 и 6 ядер 2 ГГц Cortex A55. А также здесь установлен графический чип Mali G76. Инженеры точно не пожалели оперативной памяти. Ее здесь 8 ГБ. Объем встроенного хранилища 128 ГБ. Также пользователь может расширить хранилище с помощью microSD объемом до 2 ТБ. Смартфон работает на Android 10 с установленной поверх фирменной оболочкой XOS.
Для достижения низкой цены производитель предпочел субсидировать модель посредством размещения рекламы в приложениях, включая предустановленные и системные. Также интересно, что плагин клавиатуры запрашивает доступ ко всем видам информации при первом вводе. Другие основные элементы пользовательского интерфейса делают то же самое. Потребуется некоторое время для удаления ненужных программ, зато большинство тем и украшений интерфейса доступны пользователю бесплатно, в отличие от конкурентов. Игровой режим занимает важное место в Infinix Zero 8. Он состоит из двух частей: приложение, в котором хранятся настройки, и подробной статистики запусков игр, обеспечивая при этом максимально стабильное соединение с интернетом. Во время гейминга смартфон плавно переключается между Wi-Fi и мобильными данными. Также есть встроенный родительский контроль, который позволяет устанавливать строгие игровые ограничения, а умная схема оптимизации фоновых ресурсов помогает выбирать приложения, которые ОС будет отключать во время игры. Можно включить оптимизацию производительности при работе и с основными программами, такими как калькулятор, календарь, часы, блокнот, диктофон, погода и видеоплеер. В целом у меня не было претензий к производительности этого смартфона. Игры шли хорошо на средних настройках. Приложение и интерфейс практически не тормозили при интенсивных нагрузках и работе с большими файлами. Даже с системой жидкостного охлаждения корпус немного нагревается при сильных нагрузках, особенно в области размещения центрального процессора. Infinix Zero 8 поддерживает Wi-Fi, Bluetooth 5.0 и GPS. Есть FM радиоприемник, который работает только с подключенной проводной гарнитурой. К сожалению, в этих смартфонах отсутствует функция NFC, но в будущих смартфонах она должна появиться. Камеры Zero 8 примечательны не только тем, как они вписаны в дизайн устройства. Инженеры также проработали принцип взаимодействия 4 модулей для достижения лучшего качества съемки. Основной сенсор разрешением 64 мегапикселя, по всей видимости, изготовлен на базе Sony. Он обладает диафрагмой f1.9 и поддерживает автофокус. Динамический диапазон фотографий довольно узкий. Цветам хотелось бы добавить дополнительной насыщенности и проработки. HDR показывает положительное влияние на снимки основной камеры, восстанавливая искажение деталей в тенях. Auto HDR также оказывается уместным, но не всегда срабатывает при необходимости. В темноте на помощь основному модулю приходят две вспомогательные 2-мегапиксельные камеры, но все равно фотографии получаются несколько мягкими и зернистыми, а мелкие детали на них теряются. В то же время алгоритмы сами умеют достраивать несуществующие элементы. Также на Infinix Zero 8 можно делать снимки в полном разрешении 64 мегапикселя. Правда, при этом необходимо озадачиться стабилизацией смартфона. В сверхширокой камере используется 8-мегапиксельная матрица. И да, у нее тоже есть автофокус. Цвета и детали приятно удивили. Они значительно лучше, чем при съемке на ширик других устройств. Кстати, ультраширокоугольный сенсор также можно использовать для создания макроизображений. Если говорить об интерфейсе камер, то он довольно привычен. В нем также предусмотрен оперативный переход Google Камера с подсказками. Дополнительные режимы съемки находятся на плашке, которая доступна по свайпу снизу вверх. Также можно включить сетку и уровень. Infinix Zero 8 снимает видео в 4К с максимальной скоростью 30 FPS. При этом Full HD уже можно записывать при 60 FPS. Ультраширокоугольная камера 8 мегапикселей поддерживает съемку видео только Full HD. Все это сохраняется в формате H264 с монозвуком. Также Infinix Zero 8 поддерживает систему электронной стабилизации на основной и сверхширокой камерах. Она отлично работает в обоих случаях. Фронтальная камера здесь двойная. Основная с разрешением 48 мегапикселей и сверхширокоугольная 8 мегапикселей. Первая делает снимки размером 12 мегапикселей. Они получаются хорошо, с большим количеством деталей, отличными цветами и резкостью. Используя обе камеры, можно снимать с эффектом боке. Также ширик пригодится для съемки групповых портретов и видео в TikTok. Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 4500 мАч, что немало по современным меркам. Полного заряда хватает на активную работу в течение дня, включая игры, просмотр видео и навигацию. Казалось бы, можно рассчитывать на более лучшие результаты, но при этом придется пожертвовать 90 Гц экрана. Поддерживается быстрая зарядка мощностью до 33 Вт. Соответствующая зарядка идет в комплекте. Чтобы зарядить смартфон с 0 до 20%, потребуется около 20 минут, а 30 минут будет достаточно для 65%. Полная же зарядка происходит за 1 час и 20 минут, и это очень хороший показатель для доступного устройства.
На данный момент этот смартфон доступен на AliExpress по фиксированной цене $209. В России стоимость этого смартфона составит около 16 тысяч рублей, что очень неплохая цена для такого сбалансированного решения. Ссылка на смартфон будет в описании, и если твой бюджет ограничен, присмотрись к этому очень неплохому варианту. Да пребудут с тобой инновации!